Бурые медведи – одни из крупнейших наземных хищников. Невероятно сильные, быстрые и свирепые, эти животные держат в страхе ближайших соседей. Но оказывается, вдали от цивилизации обитают настоящие гиганты, которые славятся мастерством рыбалки, едят китов на обед и устраивают ожесточенные сражения. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой» и герой сегодняшнего выпуска – непревзойденный Кодьяк. Не забывайте подписываться на канал в Яндекс.Дзене, ссылка будет в описании. Около 12 тысяч лет назад, с окончанием ледниковой эпохи, Кадьякский архипелаг оказался изолирован от Аляски, и с течением лет обитающие там бурые медведи стали отличаться от своих соседей. В первую очередь это касается поистине гигантских размеров. При длине тела почти до 3 метров Кодьяк-самец может весить свыше 500, а иногда и 700 килограмм. Такие показатели делают его крупнейшим подвидом бурого медведя и ставят на одну ступень с самым большим наземным хищником – белым медведем. И чтобы поддерживать себя в форме, кодьякам приходится плотно питаться. Морской отлив обнажает значительную часть суши, превращая берег в шведский стол, особенно для молодых хищников. Чувствительный нос без проблем улавливает ароматы подземных лакомств, а гигантские когти идеально подходят для извлечения моллюсков. Однако пир в любой момент может прерваться опасным гостем. Большую часть года пища на островах скудна, поэтому даже гигантский взрослый самец с сознанием дела вскрывает крошечные панцири мидий. При этом он представляет смертельную опасность для подрастающего поколения. В стремлении передать свои гены и избавиться от конкурентов, медведи без раздумий убивают чужое потомство, поэтому все семейство вынуждено спешно спасаться бегством. Смертность молодняка близка к половине, что во многом заслуга разъяренных самцов. Порой заметить чужака непросто, и бежать уже слишком поздно. В экстренной ситуации мать, рискуя жизнью, бросается на проявляющего агрессию гиганта. Значительно уступая в размерах, медведица продолжает яростное наступление, и самец решает не связываться со столь бесстрашным соперником. В подобных ситуациях лишь полная самоотдача позволяет донести до чужака, что детеныши не станут легкой мишенью. Как и другие медведи, кодьяки – одиночки по жизни. Но здесь, на островах, площадь их владений заметно меньше, поэтому конфликты за лучшее место под солнцем случаются чаще, чем обычно. Несмотря на вспыльчивый характер, в большинстве случаев стычки быстро заканчиваются. Однако порой конфликты за территорию могут обернуться серьезной битвой. При таких размерах удары соперников действительно сокрушительны, но прочная шкура обычно спасает от печальных последствий. Благополучие кодьяков во многом зависит от моря, и порой оно преподносит медведям богатые трофеи. Выброшенная на берег туша кита знаменует настоящий пир. Такая добыча мгновенно собирает вокруг себя голодных охотников. Невероятного запаса калорий хватит, чтобы насытить всех медведей поблизости, но они не очень жалуют конкурентов. И пока одни тратят драгоценное время на выяснение отношений, другие пытаются присвоить необъятную находку своим запахом. Однако даже такие события меркнут перед предстоящим сезоном рыбалки. Мелководные реки идеально подходят для нереста, и именно здесь собираются все хищники от мала до велика. Не только медведи выясняют, кто главный. Обладающие мощными челюстями самцы лосося устраивают ожесточенные ритуальные поединки, и лишь сильнейший получит право на продолжение рода. Подводные бои происходят даже между самками за лучшее место для потомства.
Наконец, выполнив главную миссию в жизни, обессиленная рыба попадает в цепкие зубы медведей, которые отлично знают лучшие места для рыбалки. Когда рыболовный сезон завершен, поймать желанный трофей становится в разы сложнее, поэтому медведям приходится изобретать новые тактики. Для лучшего обзора этот находчивый хищник встает на задние ноги и пытается загнать добычу на мелководье, где поймать ее намного проще. Находчивость косолапых безгранична. Намеренный удар по воде – еще более эффективный метод, позволяющий перехватить перепуганную добычу. Некоторые особи осваивают глубоководный промысел. Задерживая дыхание, медведи замирают и наблюдают за активностью добычи прямо под водой, что позволяет выждать подходящий момент и осуществить внезапную атаку. Такой способ требует особой сноровки, но рано или поздно мастерство выходит на новый уровень. Однако большую часть года сложность рыбалки остается запредельной. Плотный мех и толстая шкура позволяют охотнику часами стоять даже в ледяной воде. Однако чаще всего все старания тщетны. Поэтому с наступлением лета весомую часть в рационе занимает растительность, включая ягоды и коренья. Иногда медведю даже приходится охотиться на грызунов. Потрясающее обоняние указывает направление, а могучие лапы за считанные секунды опустошают надежное укрытие. Почему же кодьяки вырастают до столь внушительных размеров? Во-первых, большим и сильным особям с толстой шкурой и весомым жировым запасом проще выживать в столь суровых условиях. Во-вторых, лосось, который является основным объектом меню, чрезвычайно богат белками и жирами. В разгар сезона взрослый кодьяк за день способен съесть до 40 особей, что равносильно 100 тысячам калорий. Поистине впечатляющий запас для предстоящей зимней спячки. И, наконец, в-третьих, почти на всей территории обитания медведям приходится иметь дело с волками. Хотя даже обладая численным преимуществом, серые хищники не способны одолеть взрослого соперника. Но, работая в команде, они успешно отгоняют гигантов от найденной добычи. Однако здесь, на изолированных островах, у медведей нет столь назойливых соседей, и главными конкурентами становятся лишь себе подобные. Совокупность этих факторов превратила кодьяков в настоящих гигантов, которые стали истинными хозяевами многочисленных островов. Сегодня в этих диких местах насчитывается более 3000 особей. К счастью, своевременное регулирование охоты позволило сохранить этих величественных и могучих хищников. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!